Приветствую! Хочу поделиться билдом, который отлично подходит для быстрой, эффектной и в то же время простой прокачки Трикстера по актам, без всяких уникальных вещей, кредитов и родителей. С учетом всех изменений, нововведений, соображений, в Лиге 3.25 билд как раз таки подходит для создания первого персонажа в начале лиги. Данный билд полноценный, с ним можно выйти не только на красные мапки, но и фармить боссов, как нам продемонстрировали Капитан Ланс и Джан Груан, а можно использовать как заготовку, чтобы пройти акты, а дальше уже распекаться в то, что приглянулось. Ну, не буду тянуть резину за кота, поехали! Для начала нам нужно создать жреца, чтобы залутать с него камень поддержки разгул стихий, ползучая магма и 3 свитка мудрости. Когда программа минимум будет выполнена, создаем бандита и идем по стопам деда. Добравшись до заставы, сдаем торгашам ненужное барахло и проверяем нужное, а именно сапоги со скоростью бега и желательно жезл на 3 синих линка. Если такого нет, то и 2 синих тоже сойдет. Специально для этого в побе есть паста, копируешь ее и вставляешь в поисковую строку, как показано на видео. Линкуем магму со стихией и в добрый путь. Встретив отморозка или любого другого босса, кидаем ползучую магму перед ним, а не в него, поскольку магма наносит урон по области, а на закаст ударит 2 раза вместо одного, что очень эффективно. Далее нам пригодятся камни, колдовской выброс, метка снайпера и стена пламени. Выброс будем линковать с камнем передвижения ледяной скачок, чтобы иметь повышение регена маны, а вот метка и стена пригодятся на боссах. После того, как добрались до тюремного подземелья, прыгаем на заставу, снова выгружаем барахло, проверяем наличие 3 синих линков и берем камень воспламенения для атакующей связки. У меня нужных линков не оказалось, но встреча с изувером все равно прошла тепло. Далее. Берем у Таркли огненный рывок и заменяем им ледяной скачок. При встрече с пиратом у меня все так же нету 3 синих линков, зато есть жезл с плоским уроном от огня к чарам, и этого хватает. Поздравляю с переходом во второй акт. Продолжаем искать 3 синих линка. Наконец-то повезло. Линкуем камни, как показано в побе, и ликуем возросшему урону. После убийства Фиделиса у Груста берем награду Вестника Льда, а у Иены покупаем Вестник Грома. С этими мощами несемся к местным хулиганам и отжимаем территорию. Все это делается для того, чтобы получить дополнительные очки для дерева навыков. Попутно калечим паучиху в покоях ткачихи и забираем у шелка награду концентрация стихий. А у Иины покупаем осквернение. Все это нам пригодится в дальнейшем, поэтому откладываем во второй слот оружия. Добравшись до пылесоса, совершаем чистый необузданный акт вандализма. Добравшись до 3-го акта и выполнив квест на убийство Веры в крематории, у Марамоа берем в награду камень проклятия горючесть, а камень метка снайпера можно выкинуть. Попав в храм Солярис 2-го уровня, у госпожи Диалы берем награду амулет с нефритом на дополнительную ловкость. И не забываем посетить лабораторию вечных. Она будет либо справа, либо слева от Диалы. Там находится ремесленный рецепт на урон от огня. Обязательно пользуемся этим рецептом и, находясь у себя в убежке, со станка накидываем урон на жезл. Продолжая путешествие, в лагере Эбенового легиона не проходим мимо Гравиция, его нужно наказать.
После победы над Гравицием Марамоа будет ждать нас с подарками, а нам интересна только кремация. Теперь подходим к Ларисе и покупаем ауры грации, дисциплины и автоматизацию. Сейчас все ауры включить не получится, поэтому дисциплину с автоматизацией откладываем во второй слот оружия. Зато оба вестника и грация будут активны. Это даст нам живки и урона. К этому моменту у нас уже должно быть пассивное умение «Мистический накопитель». Прогуливаясь мимо имперских садов, обязательно посетите местную библиотеку. Там мы встретим призрака Сиоса. Необходимо помочь ему, и в благодарность за помощь он будет барыжить камнями. Начинаем закупаться, как указано в побе. Берем клеймо Армагеддона, пронизывающий жар, возврат клеем, удар щитом, клич стойкости и новый переименованный камень автоусиления. Его нужно будет залинковать с кличом стойкости для получения эффекта в виде регена здоровья. Но здесь есть один нюанс. В описании автоусиление не дарует положительный эффект. Возможно, до конца неверно понимаю, и все будет работать. Если же нет, тогда берем ауру живучесть в первом акте и не заморачиваемся. Если какой-то валюты не достает, то у Кларисы можно обменять одно на другое. Правила борьбы с вредителями. Один раз кастуем под босса осквернения, а затем 3 раза жмем кремацию и накидываем клеймо Армагеддона. Любуемся результатом. Вот и 4-й акт. Самое время вспомнить про лабиринт. После победы над Эзара подходим к алтарю, берем восхождение диверсанта и пассивное умение «Идеальное преступление». Благодаря ему наш урон удваивается. Теперь мы можем достать из багажника отложенные камни и сделать двухлинковую связку автоматизации с возвратом клеем. Если тебе не хватает энергощита для каста клеем и прочих скиллов, то вестников можно отключать, а вместо них использовать мехаботов и подрубить ауру дисциплина. С этого момента до 6-го акта с камнями ничего не делаем. Разогнав количество клеем с помощью нодов равенства клеем и мастерства клеем, устраиваем переполох в обители невинности, качаясь на синяках и желтках, которые там обитают. Добравшись до 6-го акта, помогаем Лилии решить ее проблемы, после чего сможем приобрести у нее камень жертвенность, им заменяем разгул стихий. Добираем резы, особенно к огню и холоду, потому что в этом акте мы встретим мобов и боссов, которые долбят и тем, и этим, например, Тукахама, ее разведчики и финальный краб. Что еще тут можно добавить? В патчноуте указано, что камень удар щитом можно будет купить у Нессы уже в 1-м акте на 4-м уровне, поэтому имей это в виду. Также с 6-го акта нам будет доступен камень и плоть. Он снижает получаемый урон минимум на 10%. Держи это в уме. Если камень автоусиления подкачает. На всякий случай все записано в побе. По мере прохождения актов будут встречаться куча расходников и предметов, из которых по рецептам торговцев можно сделать себе что-то приятное. Ссылка на эти рецепты будет либо в побе, либо в описании. Этим стартером бегал до и после патчноута, меняя и лишая себя камней, которые уже не пригодятся, либо могут подвести. И знаешь что? А ничего, стартеру около 7 месяцев, и слабостью у него могут быть только высокий пинг и кривые руки. Если тебя заинтересует дальнейшая прогрессия билда до красных мапок и боссов, то в побе будет указано 2 варианта, через энергощит и без него. Спасибо тебе за просмотр, надеюсь, что помог, до связи.